Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, гуляйте по каналу. Отдельный привет своим подписчикам, постоянным зрителям. Спасибо большое за ваши комментарии, за ваши отзывы, за ваши пожелания. Очень приятно. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали. Но прежде скажу, что вы в свою очередь берете не такую же пряжу, как у меня, а берете свою пряжу, да, потому что узорчики универсальные, вы можете их повторить при любой пряже. Итак, новички, кто не работал с данными ниточками, называются они Alize Diva. Здесь получается в 100 граммах находится 350 метров. Кому интересен цвет, он такой на камеру как бы и передается. Это получается у нас цвет 109. Напишите в комментариях, как он называется. Дальше 100% микрофибра. Так, и нам советуют брать крючок от единички до троечки, в зависимости от узорчика и от плотности вязания. Я данную ниточку вязала и троечкой, и двоечкой, но сегодня я буду вязать двоечкой. Вот. А вы, в свою очередь, берите пряжу, точно так же читайте аннотацию, что здесь написано. Берите такой крючок, который вам советуют, и у вас все получится. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Я, получается, наберу 5 раппортов. В силу того, что ниточка тоненькая, крючок тоненький, чтобы показать всю прелесть узорчика. Это получается 40 петелек. И еще 3 дополнительно, чтобы узорчик красиво закончился. Итого я набирать буду 43. А вы набирайте, как вам удобно. Итак, все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь 43 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 43. Вот мой будущий образец. Итак, а теперь, как и во многих узорчиках, я рекомендую сделать дополнительный вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом, чтобы новички не запутались в воздушных петельках. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Теперь отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В пятую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. Это наш столбик с накидом. И вот так вот шагаем в каждую петельку нашей цепочки, в каждую петельку и провязываем столбик с накидом. Сами себя контролируем. То есть получается, если я набрала 43 воздушные петельки, у меня должно получиться 43 столбика с накидом. Если вы набрали больше или меньше, неважно, да, получается. Самое главное, чтобы количество петелек и столбиков совпадало. Еще смотрите, какой момент. Вот эти первые 3 петельки подъема, которые мы с вами провязали, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. То есть 7 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Давайте. Так, смотрите, вот наш вспомогательный ряд готов. Теперь можем приступать непосредственно к узорчику. Итак, для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И делаем накид в следующий столбик, во второй, да, провязываем столбик с накидом. И в следующий столбик за верхушку беремся и провязываем столбик с накидом. То есть по итогу у нас получилось вместе с 3 петельками подъема вот так вот 3 столбика с накидом. Далее делаем накид. Смотрите, пропускаем, получается, 2 столбика. Раз, два. И в третий провязываем столбик с одним накидом. То есть у нас получилось как бы он так вот наискосок. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И беремся, вот получается, за этот столбик. Он будет у нас как арочка. Ныряем в эту арочку и провязываем еще 3 столбика с накидом. Раз. Сюда же 2. Сюда же 3. Есть. Опять пропускаем 2 столбика. Раз, два. И в третий столбик провязываем столбик с накидом. Есть. И далее провязываем еще 2 столбика, чтобы по итогу у нас получилось 3 столбика с накидом. Вот. Раз, два, три. То есть как в самом начале. Раз, два, три. И у нас здесь получается, ну как бы наискосок, да, такой квадратик, ромбик.
Повторяем его опять же. Накид. 2 столбика пропускаем, в третий столбик провязываем столбик с накидом. То есть у нас как бы под наклоном столбик находится. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И ныряем опять сюда же, в эту же арочку. И провязываем еще 3 столбика с накидом. 1, сюда же. 2, сюда же. 3. Вот, провязали, да, как бы ромбик наш. Опять пропускаем 2 столбика. 1, 2. И с третьего начинаем провязывать 3 столбика с накидом. 1. В следующий столбик 2. И в следующий столбик 3. То есть это и есть наш раппорт нашего ряда. Получается столбики, ромбик, столбики, ромбик, столбики, ромбик, столбики, ромбик на длину вашего образца. Давайте до конца ряда провязывайте, а в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наш первый ряд узорчика готов. Мы, помните, начинали 3 столбика, да, у нас были с накидом. И точно так же мы заканчиваем. 1, 2, 3. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И там, где наши столбики, мы провязываем тоже столбики с накидом. Второй столбик с накидом и третий столбик с накидом. А теперь смотрите. Перебираемся вот к нашему ромбику. Делаем 2 воздушные петельки. 1, 2. И беремся за верхушку вот нашего, получается, ромбика и провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки и переключаемся опять на 3 столбика. И вот будут наши опять 3 столбика с накидом. То есть там, где столбики, мы провязываем столбики в течение всего нашего узорчика на всю длину. Понятно, да? То есть ничего сложного. Вот. И у вас получается, как бы мы выровняли краешек. То есть если у нас здесь он был такой, да, ромбики выпирали, то здесь получается мы узорчик наш выравниваем. Не сложно? Не сложно. Опять делаем 2 воздушные петельки. Опять перепрыгиваем к верхушке нашего ромбика. Вот 3 воздушные петельки мы вязали. И провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. И опять, как и договаривались, над столбиками у нас всегда будут столбики. Все, не сложно. Несложно. Получится у любого. Правильно? Правильно. Итак, вот так вот вы шагаете до конца ряда. То есть 3 столбика, получается, столбик без накида. 3 столбика с накидом, столбик без накида. 3 столбика с накидом, столбик без накида за верхушку ромбика. И так далее, и так далее. В конце ряда я вас встречу. Угу. Давайте. Так, смотрите. Вот наш второй ряд нашего узорчика. Выровняли краешек. И заканчиваем мы точно так же. 3 столбика. Далее опять 3 петельки подъема, поворот. Там, где наши столбики, мы договорились, мы провязываем столбики. Несложно. 2 и 3. Есть. А теперь смотрите, наша с вами задача будет повторить тот же самый ромбик, как мы с вами провязывали. Итак, накид. Там, где у нас столбик без накида, где верхушечка ромбика, да, ныряем в этот столбик и провязываем столбик с накидом. Есть. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И опять возвращаемся к этому столбику, да, будет как арочка. И вот так вот беремся за этот столбик и провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. То есть получается все то же самое, что мы провязывали вот в первом нашем, да, ряду нашего узорчика. То есть не в самом вот этом, да, начальном наборном, а в первом ряду. Такой же ромбик у вас получается. И опять переключаемся к 3 столбикам. Точно так же 3 столбика провязали. 1, 2, 3. Опять подошли, получается, к столбику без накида, там, где верхушка ромбика, и провязываем столбик с накидом. 3 воздушные петельки. И ныряем в арочку и провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Понятно, да? Все, давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Угу. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот очередные ромбики наши готовы. Далее мы будем повторять следующий, получается. Вот первый ряд, второй ряд, да? Третий ряд повторяет первый ряд, а четвертый ряд будет повторять второй ряд. Давайте вместе провяжем. 1, 2, 3 петельки подъема. Далее опять наши столбики. Мы уже помним, что над столбиками всегда будут столбики. Не сложно запомнить, да? Дальше, смотрите, 2 воздушные петельки.
И опять беремся за верхушку нашего ромбика и провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки и опять провязываем наши 3 столбика с накида. То есть вы поняли, да? Получается, раппорт узорчика сам по себе представляет всего лишь только 2 ряда. Все, никаких смещений, никакого шахматного порядка здесь не будет. То есть все очень-очень просто. Вот, давайте довяжите самостоятельно, получается, до конца ряда, да, выравнивайте ряд, а потом опять ромбики. Потом опять выравнивайте, опять ромбики. И давайте увеличим наш образец на несколько рядочков и посмотрим, что в итоге получится. Получится красиво и несложно. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот по итогу какая красота. Очень просто, легко вяжется, очень быстро. Вы сами видели, да? Обязательно попробуйте связать, если еще не вязали, в копилочку ваших узорчиков. Смотрите, узорчик двусторонний. Выбирайте любую сторону, какая вам больше нравится, такая будет лицевая. Топики ли, маечки ли, палантинчики ли, в зависимости от ниточек. Летняя ниточка, летние изделия. Ниточка демисезонная, зимняя, демисезонные зимние изделия. Тут даже и кофточка, и кардиганчик, и шарфик, и снодик, и все, что хотите. Правильно? Вот такой вот. Не сильно дырчатый, но такой интересненький, да? Особенно за счет вот этих вот ромбиков. Вот так вот тянется. Вот так вот тянется. Хорошо тянется. Давайте замерим. Я, получается, здесь набирала 43, да, воздушные петельки. И получается, раз, посчитаем по рядочкам, один ромбик, да, это получается 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Закончила 13 и начала 14. Вот так, да? Итак, 43 петельки и 14 рядов. Итак, здесь получается 16,5 сантиметров, а здесь получается, ну, практически 11 сантиметров. И самое интересное, смотрите, если вы будете вязать, например, сверху вниз изделия, например, да, вы можете краешек оставить либо вот так вот ромбиками, да, он у вас будет, либо ровным краешком. Самое главное, что удобно провязывается, потому что видели, да, один край у вас с ромбиками, другой ровный, и поэтому получается по количеству столбиков, там где 3 столбика провязала, там где 2 воздушные петельки, 2 столбика, там где столбик без накида, 1 столбик и так далее. Где воздушные 2 петельки, 2 столбика, где 3 столбика, 3 столбика. Очень удобно, видите? И несложно, и очень быстро. Как вам? В копилочку. Возможно, кто-то из вас уже данным узорчиком вязал, поэтому пишите, что вязали, нам будет очень интересно, какими ниточками, не забывайте. И, естественно, подбрасывайте идейки, что можно связать данным узорчиком, опять же, с какой пряжей. Вы большие дизайнеры, большие молодцы, у вас много-много-много идей. Надеюсь, видео сегодняшнее вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. А то вы смотрите, лайки, наверное, забываете. Так что сейчас остановитесь, нажмите на паузу и поставьте лайк. Спасибо вам большое. Это вдохновляет и помогает развивать канал. А также подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Колокольчик должен быть самый верхний, темненький. Вам будут приходить все уведомления о новинках на канале. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.